Здравствуйте, меня зовут Иванна, я приехала из Украины, мы приехали с папой лечить папу. Папа со Львова, я с Киева. Мы приехали лечиться к доктору-профессору Мутлу Дамирай, и у папы диагноз рак кишечника. Во Львове нам поставили диагноз, это рак кишечника, 4-я стадия, и во Львове нам не давали никаких надежд, то есть сказали, что уже лечения нету и нету смысла даже лечить. Поэтому мы начали искать другие варианты и нашли клинику Медикану, узнали о центре онкологии и поэтому приехали сюда. У папы сложнейшая ситуация, но сейчас уже все лучше и лучше. Мы рассматривали разные варианты и остановились на Медикане, потому что мы нашли очень хорошие рекомендации о докторе профессоре Мутлу Дамирай и приехали сюда лечиться. И именно доктор Мутлу Дамирай нам посоветовал и сказал, какой есть протокол, какое есть лечение. В то время, когда нам во Львове сказали, что лечения уже нету. Когда мы впервые пришли к доктору профессору Мутлу, он первое и самое главное, и самое важное, что сказал нам, посмотрев на анализы моего папы, что есть надежда, есть лечение. И после этого нам предложили план. Это сначала была химия, потом генетический тест. Уже на основании генетического теста была предложена таргетная терапия. Мы сейчас проходим уже этап таргетной терапии. У нас хорошие результаты. Папа намного лучше, у него намного больше сил, у него уже нет боли. Мы забыли, что такое обезболивающее. И пока мы проходим таргетную терапию, потом мы делаем ПЭТ-КТ, и я думаю, что у нас очень хороший результат на данном моменте, на данном этапе. Спасибо, это очень корректный вопрос, потому что именно этот вопрос показывает, ответ на этот вопрос показывает, насколько изменилось состояние моего папы. Когда мы ехали сюда, это было 24 февраля, мы приехали, и папа очень плохо себя чувствовал, он не спал без обезболивающих, он почти не кушал, он вообще был без сил. Когда мы начали лечение, было очень сложно. Первые 2 недели, конечно, нам сложно дались, но мы уже 3-й месяц лечимся, и сейчас папа со мной ходит на прогулки, сейчас папа нормально кушает. Да, он на диете, но он кушает. Он немножко похудел, но сейчас уже набирает вес, поэтому это хороший знак того, что лечение идет ему как на поправку, дает ему поправку здоровья. И, в принципе, изменения очень большие, и мы надеемся, что все будет лучше и лучше, что этот прогресс так и будет держаться, потому что папа есть силы, папа себя хорошо чувствует и не принимает никаких обезболивающих. Ну, а все остальное уже покажет ПЭТ-КТ, насколько изменения именно с раковым опухолью. Главное впечатление о центре – это индивидуальный подход, потому что с самого первого дня, когда мы сюда приехали, когда первый день доктор нас принял, у нас был абсолютно индивидуальный, персональный подход к лечению, потому что все-таки и химиотерапия, и генетический тест, на основе которого потом нам приписали таргетную терапию, это очень индивидуально. И что очень важное, у доктора профессора Мутлу есть команда, и это большая команда, это не только докторы, а еще исследователи, это научные работники, и у доктора Мутлу работает 2 исследователя молекулярной биологии, и именно по изучению раковых клеток, и на основе этого делаются выводы, как лечить дальше, какой протокол лечения для каждого пациента. Например, моему папе не подходила иммунотерапия, и если приписали в другой клинике какую-то иммунотерапию, она могла бы его просто убить. Здесь сразу на основе этого генетического теста сказали, что нельзя категорически ему такую иммунотерапию, поэтому приписали таргетную. Это главное, что есть индивидуальный подход, и, наверное, очень главное
то, что здесь хорошие условия лечения. Когда пациент приходит на 13-й этаж, онкологическое отделение, в центр, он всегда видит улыбающийся персонал, всегда в хорошем настроении персонала. И, наверное, в такой атмосфере хочется жить, и когда тебе еще помогает лечение, это правда помогает пациенту, чтобы он выздоравливал в очень короткие периоды. И я это вижу, я это чувствую со своим папой, потому что когда он приходит, он всегда говорит, что здесь ощущение не клиники, здесь ощущение не больницы. Ты приходишь сюда не болеть, а лечиться. И это очень главное. У нас только что была консультация с доктором Утлу, и вот мы проходили второй ПЭТ-КТ уже после 3 месяцев лечения здесь, и у нас просто отличный результат. Я просто неимоверно счастлива, потому что у папы, слава богу, хороший результат. У него ушли метастазы, у него были метастазы в печени, у него были метастазы в позвоночнике, и также было подозрение на метастазы в легких. И оказывается, они ушли везде, в печень. Самое главное было, потому что все-таки это большое количество метастаз было, и очень важно, чтобы печень была чистая. И у меня до сих пор еще шок, потому что я даже не ожидала, что за 3 месяца будет такой хороший результат. И что главное, все-таки опухоль уменьшилась с 5 сантиметров к 1,5 сантиметра, где-то так, то есть на 4 сантиметра. Это очень большое уменьшение, очень хороший результат. И что главное, что в будущем даже может и еще немножко придется полечиться, и может даже не нужно будет делать операцию, чтобы удалять опухоль. То есть это такой результат, которого мы даже не ожидали, потому что во Львове, в Украине нам говорили, что ожидайте, лечения нету, мы вам помочь не можем. А сейчас нам сказали, что в принципе все лечится, и в вашем случае очень хороший результат, и может даже вылечиться.